Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Покажу карту боевых действий на сегодняшний день и зачитаю сводку новостей. Вот самое главное я хотел донести, вот что происходит под Бахмутом. Вот историк говорит, что наступление под Бахмутом это стратегический тупик для России. В общем, даже все уже историки, политики, кто разбирается чуть в военном действии, что происходит в Украине, говорит, это Путин перемалывает свою армию. Вот все уже поняли, что это бессмысленная война, бессмысленное наступление на Бахмут. Сейчас я знакомлю, что здесь пишут. Российские войска сосредоточили свои наступательные усилия в районе Бахмута. Никакого военного смысла в этой операции нет, да и успехов особенно не видно. Об этом заявил Дмитрий Чернышевский. Стратегическое наступление России под Бахмутом – это оперативный тупик. Там, если порвать линию обороны от Бахмута и до реки Северодонец, упрешься во вторую линию обороны украинцев. Куда там они пытаются ломиться, мобилизованные эти ЧВК Вагнера, непонятно никому уже, да, даже историку. Бахмутская операция он считает не только стратегически тупиковой, но и тактически бесславной. Дело в том, что в ней Путин сжигает в особых масштабах свою мобилизованную армию, используя тактику непрерывных штурмовых волн. Потери там тяжелейшие. Я вам потом скину ролик, посмотрите. Под Бахмутом это поля, там где трупы лежат российских военнослужащих. Там вы сами увидите. Двухминутный ролик. Российская армия демонстрирует неумение прорывать укрепление позиций противника, которую советская армия освоила еще в 1943 году. В общем, беда российской армии, она не умеет воевать. Да, это старая тактика, и штурм этих людей бросать на убой, это бессмысленно все. Украина не может вести стремительные наступательные операции из-за отсутствия танков и авиации в достаточном количестве. Россия же обладает таким вооружением, однако ей это не помогает. ВСУ взламывает оборону, прорывает ее, освобождает города, но сражение, как правило, переходит в фазу вытеснения россиян, и они начинают бежать. Украинцы же не могут эту армию типа догнать, ей нет средства быстрого прорыва. В общем, нету хороших танков, БТР, БМП в достаточном количестве, техники конкретно. А у России эти средства есть. Но мы не видим никаких прорывов. Их авиация не способна даже завоевать ну да, как сказать, небо не может авиация, потому что уже все, самолетов нет, всех сбили уже. Россия уже в этой войне потеряла уже почти 9 тысяч БТР. Я вам сейчас покажу список. И в общем, вот последняя информация. Так. Вот сколько потеряно машин, танков почти 3000 уже, БТР, БМП почти 6000 уже, но скоро будет. В общем сложности 9000 они потеряли этих и танков, БТР, БМП и все. У них все угроблено, как бы вся основная армия. А у Украины нет, тоже мало этих танков, БТР, они не могут наступать. В общем, Кремль скоро объявит новую волну мобилизации. Точно объявит, я говорю, в январе уже точно будет. Мобилизованные, которые жалуются, так и не поняли, что их задача на этой войне заткнуть своими телами бреши в российском фронте и доблестно погибнуть. И для этого хорошее оружие, форма не нужны. Сдохнут и так, констатировал российский историк. Все правильно, все помрут и так, не надо там ничего, ни техники, то есть ни теплого оружия, ни вооружения хорошего, ни теплой одежды, так все и помрут. И вот вооруженные силы Украины за неделю уничтожили почти 70% личного состава из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области. Много уничтожается, да, в Луганской области. Здесь они тоже наступают, вот Кременная, здесь район Новодружец, потом Бахмут. Я говорю, и здесь получается, в этом направлении идет тоже. И очень много здесь гибнут, 70% почти гибнут в этом направлении. Да, вот так и пишут. В Луганской области противник потерял около 70% личного состава. Также в районе села Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления РФ. Уничтожено до 5 единиц военной техники. В общем, и техники, и все теряется. Смысл этой войны никто не видит. И вот уже сейчас американцы даже хотят предоставить ВСУ, армии, как сказать, уже Украины, хорошие самолеты, вернее истребители МиГ-29 или F-16. НАТО снова рассматривает передачу Украине этих истребителей.
И это об этом заявил генерал Джеймс Ставридис. Так, ну вот уже, да, страны НАТО раньше рассматривали, я видел это, помню информацию. Сейчас все-таки решили, наверное, уже точно, сейчас эти МиГи-29 советских времен уже пришлют. И может даже излишки американских F-16, простых в освоении многоцелевых истребителей. Так что ВСУ будет легче наступать. А вот в Украину уже передали эти самые установки, как бы похожие на Хаймерсы, но это французские реактивные системы ЛРУ М270. Есть такие тоже, они аналоги Хаймерса, тоже самые очень эффективные в поражении живой силы и техники. Франция передала Украине реактивную систему залпового огня ЛРУ М270. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Так, в Украину приехал 4-й брат в семье Лонгхант. Это семейство длинной руки из Франции. Армия Украины теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Вот как она выглядит, эта установка. Да, похожа на Хаймерсы, только модель это другая, М270 французская. В общем, вот, ВСУ разгромили подразделение кадыровцев под Скадовском. Так, сейчас покажу на карте. Украинская артиллерия нанесла удары по базам оккупантов на левом берегу Днепра. ВСУ продолжает наносить прицельные удары по объектам и позициям врага на левобережье Херсонщины. Уже там были хлопки в Скадовском районе, Олежке, Горностаевке. Сейчас покажу на карте. Вот Херсон, а вот Скадовск. Сейчас я вам покажу на этой карте, чтобы подробнее. Вот Скадов снизу, понимаете, кадыровцы не дураки. Они никогда не будут стоять на первой линии обороны. Они, как загранотряды, используются в основном, ну, чтобы эти мобики не сбежали, зэки. Они свои базы вот здесь, как сказать, обустраивают на этой линии обороны. Скадовск, вот, Калачанск, вот, в общем... Чаплинка, в общем, по этой линии. Они здесь базировались. Так спокойно сейчас ВСУ их расстреливают из Хаммерсов, дальнобойной артиллерии, и накрыли их. Так, и вот я вам как говорил, вот они там поумирали все. О взрывах, которые слышали с утра 29 ноября местные жители в Скадовске, информируют херсонские телеграм-каналы. И вот тут показывают, что ТикТок войска уже погибли. Удар был нанесен по базированию кадыровских ТикТок войск. И существенные потери в виде 200-х и 300-х для последних. В общем, они и пытаются как бы подальше от боевых действий, но не помогают. И да, и вот были еще эти уничтожения армии РФ в районе Олешек, где ВСУ уничтожили позиции вражеских артиллеристов, которая работала в сторону Херсона. Сейчас покажу на карте, где Олешки. Вот здесь. Говорю, здесь уже оставили этих мобиков и в основном этих зэков, которые здесь на передней линии, а кадыровцы сзади стоят за гранотрядами. А ВСУ здесь легко сейчас расстреливает, говорю, с этого берега, и все здесь практически... Все ждут, пока будет десант на Кинбурную косу, пока что-то красные точки горят, пока ничего нет. Когда уже синими загорятся, ну, наверное, когда уже все уничтожат полностью, все склады, тогда и двинутся вперед. Так, вот кадыровцы танцуют здесь. В общем, вот потери армии РФ на сегодняшний день, плюс 480, уже почти 88,5 тысяч. Каждый день где-то 500-600, где-то в среднем, где-то... Так, танки плюс 3, 2900 БМП, БТР плюс 5, 5166. Так, самолеты сбили, 2 штуки, да, 280, 261. Уже редко вылетают самолеты российские, позбивали 280. Летчики боятся уже, или летчиков нет, и вернее летчиков, наверное, уже нету. Потому что летчика приготовить для, ну, истребителя, как бы сказать, профессионального надо много лет, там, лет 5. И так что некому уже летать практически, я думаю, и самолеты кончились. И вот еще уничтожили российского офицера. Уже я вчера список предоставил, там очень много, почти 1500 гибнут и лейтенанты, и майоры, и подполковники, и полковники. И вот ликвидировали российского офицера из Белгородской области. Оккупант был ликвидирован при отступлении его подразделения. Бойцы ВСУ ликвидировали очередного офицера оккупантов, старшего лейтенанта Андрея Отмахова, старший лейтенант. Так, он был уроженцем Белгородской области. Якобы был старший лейтенант, был убит в ВСУ, когда прикрывал отход своего напарника оккупанта.
В общем, вот эти уже официальные данные, где точно эти люди погибли. Я вам сейчас потом ссылку на ролик скину вот здесь. И там увидите под Бахмутом, что происходит вообще. Там поля трупов, понимаете. Я вам раньше говорил, что, как это выглядит. Там просто окопы, и все в окопах эти российские войска. Ну, в основном это зэки там и мобики. Там кадыровцы, они там далеко очень находятся. И эти контрактники, они подальше держатся. Они за гранотрядами в основном выступают. Ну, а здесь, говорю, под это поле, вот вы увидите сами, 2-минутный ролик. Я там увидел, говорю, все, поле усеяно этими погибшими военнослужащими армии РФ. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.